Ищу, разбредаю, ищу, какие могут быть варианты для того, чтобы двигаться в красивую, быструю, сочную, крутую стилистику. И вот в этом видео одна из таких моих, как мне кажется, интересных находок. Да. Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин. И сегодня видео про вот эту вот мою большую дорожку поиска способов рисования и скетчинга, о том, как быстро, просто, красиво, хорошо, круто рисовать. И чтобы как можно быстрее, и чтобы как можно круче. И мне кажется, вот сегодня очень перспективный видеоурок на эту тему. В общем, я поделюсь теми находками, что я сделал, и постепенно, мне кажется, моя система начинает выстраиваться очень интересным образом. Смотрите. В этом видео я проведу вас по этой истории того, как формируется такое изображение. Постараюсь показать все в деталях, чтобы и вам в руки пришла вот эта вот же сила. И первое, про что нужно сказать, это, конечно, инструменты. Инструменты — это перо. И да, тут такой вообще произошел момент очень странный, потому что я в этом видео совсем не рисовал моим любимым пером звездочка. Что же произошло такое? В чем такой драматизм ситуации? Почему она лежала рядом, а не использовал его? Такая проблема. Чтобы двигаться вот в этой технике, по которой я сейчас пробую, практикуюсь, мне нужно перо намного мягче, чем звездочка. И у меня было одно такое под рукой. Это вот, с такой странной монеткой, что ли, на самой форме пера. В общем, я озадачен был, и раньше его не раз использовал уже. И оно мне нравилось, потому что мягкое, потому что, много плюсов. Но только линия была какой-то странной, очень странной. Я тут посмотрел на него, почистил, а там оказалось много засохшей туши, что не давало ему рисовать, но теперь вроде бы оно пришло в себя и рисует более-менее хорошо. Вот. Оказалось, что оно гораздо более чувствительно к нажатию. Не то, что более чувствительно, нет, оно просто более мягкое. И вот это один из моментов, которые позволяют, например, при рисовании приносить много туши на лист. Много. То есть звездочкой мне такое приносить труднее. Это возможно, но я буду уже сильно царапать бумагу. Это же не царапает бумагу совершенно, и при небольшом усилии приносит мне на лист много туши. В чем тут плюс? Плюс тут проявится тогда, когда я перейду к такой текстурной части. Немножко подождите, посмотрите, это любопытно. А тушь все та же самая, это Winsor Newton, а альбом это какой-то скетчбук. Скетчбук — это какой-то no-name. И вот я таким условным образом, пока рассказывал про материалы, отстроил образ растральной колонны. Тут сказать нечего. Тут нужно просто практиковать. Но вы видите, что это довольно условный рисунок. В чем плюс? Также, когда я рисую все вот эти вот штуки, если я иду там в какую-нибудь строгую стилистику, то это может быть проблема для тех, кто смотрит мой канал. А если я рисую так достаточно безалаберно, а результат получается симпатичный, мне кажется, это хороший вариант для того, чтобы люди, которые не очень много отдают времени рисунку, могли вполне себе рассчитывать на позитивные результаты, используя эту технику. Да, вот такой вот, как мне кажется, важный аргумент. И вот я начинаю подготовительную работу. То есть я приношу такие интенсивные пятна туши. И вот здесь вот на растральной колонне сделал интенсивную линию, рассчитывая на то, что это лужа туши, такая длинная, она мне сейчас поможет для того, чтобы создавать текстурность изображения. То, что я буду делать следующим шагом, следующей итерацией. Когда я начал вот эту вот вещь в самом процессе, когда я начал приносить больше туши, менее аккуратно, стало больше радости в процессе. Реально больше. Ушел некий такой аккуратизм. Ушло стремление сделать все четко, все точно. Ушла эта такая ненужная идея.
Ну и она начала уходить вместе с моими несколькими крайними видео, когда я начал вот заморачиваться той техникой, которую я сейчас как раз показываю. В данном случае я брал не бумагу и не тряпку. В данном случае я брал целлофан. И оказалось, что, в принципе, вот если идти по материалам, то целлофан дает довольно интересную текстуру. И еще у него такой один существенный плюс. Бумага, когда ее используешь таким образом, она начинает впитывать в себя тушь и твердеет. И это получается такой не очень симпатичный комок бумаги. Ну, не сказать, что комок целлофана сильно симпатичный, но на мой вкус он более контролируемый. И менять фактурность, текстурность его можно просто прямо на лету. А бумага так ощутимо, честно говоря, засыхает. Вот это из плюсов целлофана. И что происходит? Вот эти вот жирные, интенсивные линии, которые я использовал, я растягиваю, расштампливаю вот этим вот куском целлофана. Получается интересно, органично, но, безусловно, тут нужен контроль. Без контроля тут никак не обойдешься. И вот эти мои упражнения в моем скетчбуке — это и история такого движения в попытке найти этот контроль, подчинить его себе, использовать на свое благо, да. И также думая о том, как перенести всю эту историю в область моего направления рисования, это концептуальное проектирование, чтобы я в скетчбуке в своем мог использовать эту технику на таком простом, быстром, как сказать, как конвейерном режиме. Чтобы я делал словный, эффектный набросок, тут же делал с ним вот такое вот тенеобразование и подписывал что-нибудь, и это все очень хорошо смотрелось. На самом деле, вот то, что я вижу сейчас, оно вполне подходит под вот эту стилистику, которой я двигаюсь, ну и, соответственно, которой делюсь с вами. И опять же повторюсь, вот с переходом на более мягкое перо, удовольствие от процесса как будто бы получилось сильно больше, потому что у мягкого пера вариативность нажатия, ну, с моими исходными, она оказывается сильно больше. И меньше ограничений каких-то, меньше сухости. Блин, такую немыслимую для себя сейчас я ересь говорю. Ну, в общем, может быть, я на некоторое время и отложу звездочку. Может быть, мне снова нужно до нее дорасти. А сейчас я побегаю в такие вольные эксперименты с более мягким пером. Ну, в общем, нужно еще подумать. Я еще пытаюсь определиться. Но удовольствия много. Это ощущение, как оно шуркает. Ну, на самом деле, есть второй вариант этого видео. Он на моем втором YouTube-канале. Если вы хотите послушать его вариант, просто вот это вот шур-шур пера, то вам нужно перейти на другой мой канал. Если интересно слушать мои объяснения, то вот сейчас вы смотрите это видео с объяснениями. Ну, удовольствия, конечно, много. И несмотря на увеличивающуюся непредсказуемость процесса, гораздо больше, как ни парадоксально, ощущение такой большей надежности процесса. Как будто бы хаоса больше, но и надежности больше. Вот Пушкин писал там про типа гений парадокса друг. Вот парадоксальная идея приходит в голову, когда хаоса много, а как будто бы ты более в нем уверен. И ты больше его чувствуешь. Не знаю, как объяснить. Если понимаете, пишите в комментарии. И наверняка этот стиль, он для меня, может быть, ну и для всех, может быть более практичен, потому что вот как я посмотрел, как вот я сейчас почувствовал, он сильно экономит мне время. Вот прям ощутимо экономит время. Все те стилистические направления, которые я раньше использовал, безусловно, остаются у меня в бэкграунде. Но вот эта вот история, мне кажется, бережет для меня самое дорогое, что у нас есть. Это время, это важно. И удивительным образом хочется продолжать, хочется пробовать этот стиль на других каких-то объектах. Я вот сейчас сижу, записываю это видео среди ночи, сейчас, по-моему, около 5 часов утра. И мне хочется рисовать еще что-то. Ну, прям как будто бы сила чувствуется.
Я надеюсь, вот эти вот мои поиски вариантов скетчинга, они приносят пользу всем, кто смотрит мой YouTube-канал. Я не знаю, для чего вы его смотрите, или для того, чтобы, например, научиться скетчингу, для профессиональных задач, ландшафтной архитектуры или архитектуры, концептуального проектирования, или для творческих задач, или просто посмотреть, как Шур-Шур делает перо. Ну, вот я надеюсь, что вот эта вот вся история, она все-таки не бесполезна. Сейчас стараюсь развивать также мой английский YouTube канал, но он больше именно на ASMR рассчитан. Я вот тут поэкспериментировал, повыкладывал, довольно много ASMR видео, и это, мне кажется, принесло такой хороший позитивный результат. Но теперь я буду, наверное, больше ориентироваться с выкладыванием его на вот этот вот мой англоязычный YouTube канал. А здесь, может быть, будут более вот такие вот, полезные видео, которые несут непосредственно пользу. Хотя еще думаю, скорее всего, буду миксовать. И там будут ASMR, да. И вот тоже хочу сказать, рисуя вот в этом типе скетчинга, я поймал релакс. Прям реально, я поймал релакс и удовольствие. И какую-то импрессию. Потому что процесс складывается и начинает помогать мне. А если процесс и инструменты мне помогают, то я начинаю расслабляться и получать удовольствие от этого. Поэтому я тоже рекомендую, если вы смотрите с обучающими целями, то тоже берите лист, бумагу, берите перо помягче. Вот теперь я, наверное, буду рекомендовать помягче. И немножко целлофана, и делайте эти эксперименты. В общем, это очень классно и интересно. И, соответственно, отмечайте меня там, где вы выкладываете, например, ваши результаты, и я, увидев, что меня отметили, могу зайти и дать какую-то обратную связь по тому, какие, что вы нарисовали, и, может быть, чем-нибудь помочь. Вы меня отмечаете, я чем-то стараюсь помочь вам. По рисунку вот вы видите, как собирается он уже, такие плюс-минус примерно понятные тоновые соотношения между светом, тенью, оттенками той туши, которую я приношу. Но это сепия, и она, может быть, в моем случае лучше работает, чем та черная тушь, которую я использовал до этого. Но это все одно и то же, Winsor & Newton. Calligraphy Ink, но только та была черная, а это сепия. И вот это любопытно. В общем, меня сразу же устраивает то, что получается на листе. Оно достаточно живо, достаточно эффектно и достаточно просто создается. И не требует от меня какого-то драматического напряжения. Хотя и композиции не очень. Вот я сейчас смотрю свежим взглядом. И там много недочетов. А в принципе все в целом складывается хорошо. Это любопытно. И вот тоже не могу удержаться. Мне кажется, вот такой вот скетчинг с старинными материалами, с бэкграундовой историей, которая идет там в историю человечества. Это такая штука, которая как будто бы исцеляет мой дух и дает мне больше психического здоровья, которое уже чувствует себя напряженно в окружении этих всех гаджетов. Ноутбук, смартфон и весь этот электронный мир, они, это все профессионально необходимо, но это уже начинает меня напрягать. И когда я прихожу сюда, в натуральную историю, я получаю намного больше удовольствия. И, релаксирую, очень релаксирую. И получаю тот невероятный кайф, который, в общем, и всем рекомендую. Нарисование пером и тушью — это и как игра, и как творчество, и как полет, такой импрессии, воображения, эффектности. Настоящие, заправдошние, такие истинные штуки. И вот это вот супер важно. Смотрите на детальки. Они, взяты такими простыми, очень быстрыми, невнятными, такими непонятными акцентами, штрихами, а все равно создают такое достаточно внятное изображение. Вся структура складывается, вон человечки торчат. Что про человечков нарисовано? Да вообще ничего. А они складываются в картинку. Вот это такая история с пером и тушью. Мне это очень нравится. И мне нравится, что я делюсь этим с вами.
Что вы думаете? В общем, вот, я надеюсь, вам понравилось, и я надеюсь, что в этом есть такая большая ценность для тех, кто смотрит мой канал. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И теперь также, ну, наверное, уже все знают, что мои картины можно купить на галерее Saatchi. Там ссылка внизу в комментариях. И в комментариях много супер полезных видео для того, чтобы вы развивали себя, прокачивали изо всех сил там в ландшафтном скетчинге, в архитектурном скетчинге, да, во всех типах скетчинга, чтобы к вам приходила польза. Польза, вдохновение и огонь. Всем чао-чао, пока. Ну, вот тут для удобства положил несколько плейлистов, кликайте на них и смотрите видео. Очень много полезного, очень много интересного. Давайте, удачи, жгите.